Ребят, всем привет, это новое видео. Сегодня необычный формат, вот с микрофоном, дома, никаких путешествий, потому что мы сейчас сидим в городе Сальта. Ожидаем, пока нам сделают документы в Чили на машину, чтобы мы могли двигаться дальше через границу. Кто не знает, когда мы делали документы в Чили, их местный ЗАГС, это место, где регистрируют машины, допустили ошибку на 2 буквы в моем имени, поэтому мы не смогли зарегистрировать нормальную машину. Соответственно, мы не сможем никак пересекать границу, что накладывает на нас некоторые ограничения в плане движения. Поэтому сейчас мы ждем, сидим в Сальте, и как только документы сделают, мы сразу же двинемся дальше, скорее всего, в Боливию, либо в Парагвай. Кто подписан на телеграм-канал, кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канал, там все самое интересное, самое актуальное, рассказываю про все новости, много фоток и интересных, кстати, геометок с разных точек из Аргентины, и вообще про разное разговариваем там, поэтому не пропускайте такую возможность, подписывайтесь, тем более, что YouTube, возможно, вообще закроется или там замедлит его очень сильно, в общем, не знаю. Если интересно, заходите в телеграм, там очень, надеюсь, приятно и уютно. За этот период, за вот эти 2-3 последних года получилось так, что я наконец-то смог понять вообще, кто я и чем я хочу заниматься по жизни. И это для меня была на самом деле большая проблема, потому что после того, как меня отчислили из универа, я абсолютно не знал, чем мне заниматься, куда податься, кто я вообще и ради чего я вообще, живу, где вот это дело, которым все занимаются, у которых все как будто бы вот так, если посмотреть, складывается, а я не знаю, куда руки свои подать и чем бы мне заняться. В этот момент у меня начался период поиска, период рассуждений и каких-то догадок вообще, что я должен делать, потому что до этого я закончил школу и поступил в универ, и то, честно говоря, не по своему желанию. У меня не было в голове даже малейшего представления, что я вообще хочу делать. Поэтому начал пробовать все подряд, разные работы, разные занятия, и за вот эти 2 года после универа, чем я только, грубо говоря, не занимался, начиная от работы в такси, от продажи заказа с Китая, заказывал светодиодные всякие лампы, создавал Инстаграм, магазин, все это перепродавал, взаимодействовал с блогерами, с разными. Сейчас я уже понимаю, что интересная такая процедура, необычная, грубо говоря, но приносило это там каких-то небольших, может быть, 20-30 тысяч с перепродажи всего этого в месяц, а работы было делано очень много, и достаточно быстро я, наверное, со всем этим закончил, потому что, как обычно бывает, наверное, у всех, я не знаю на самом деле, но я так думаю, когда я начинал чем-то заниматься, каждый раз я был уверен, что это как бы дело моей жизни. Я начинал и говорил, думал, блин, вот это то, чем я хочу заниматься. И месяц-два, может быть, 3 месяца чем-либо я мог заниматься вот так вот очень усердно, горящими глазами. И в моменте, даже не потому, что ничего не получалось, и вот сейчас я понимаю, что это очень, наверное, было грамотно в тот момент, хотя многие говорили, что зачем ты бросаешь то, что ты делаешь там буквально месяц-два. Но сейчас я понимаю, что это грамотно было, потому что я понимал внутри, что я не хочу этим заниматься, и неважно, приносило бы ли оно мне там много денег или не приносило бы, я просто вот не то чтобы выгораю, а углубляясь в эту работу, я понимаю, что это не мое, и что я не хочу в дальнейшем этим заниматься, и что если это даже все вырастет, то я просто буду в очередной раз работать на нелюбимой работе или заниматься нелюбимым делом, как я ходил в универ, это просто было ужасно. Работал я и в доставке, покупали мы машину грузовую за 400 тысяч, мы покупали Peugeot Partner. Работал я и на доставках на разных, и вот пытался делать что-то вроде компании такой логистической, логистику, в общем, делать. Искал клиентов, отвозил, и тоже как бы вроде неплохо шло, вот за кредит за машину отдавал постепенно, и сверху еще выходило нормально, то есть деньги так-то были, но спустя опять какое-то время я понимал, что вот я сижу, и вот опять что-то не то. И такое чувство у меня внутри было постоянно. То есть, чем я либо не начинал заниматься, мне все нравится, все окей, и потом дальше все хуже, и в моменте я опять сижу и понимаю, что, это вообще не то. Типа, вроде деньги есть, но это вообще не то, чем я хочу заниматься. Много было всяких подработок, всяких дел, чем я занимался, и все мне говорили, типа, что так вообще нельзя, что если ты начал заниматься, то нужно заниматься, и, типа, добейся там какого-то большого результата, потом подумаешь. Но сейчас я понимаю, что я бы потратил очень много времени
времени на ту же логистику или на те же там перепродажи светодиодных лент, вот там всяких такой вот штуки для стримов, мы там делали. Я понимаю сейчас, что это было супер правильным решением бросать это все, как только появлялась первая мысль, что мне это не нравится. Потому что если бы я не бросал это дело, я думаю, что я бы занимался чем-то год, и потом рано или поздно все равно бы бросал, просто в силу того, какой я человек. Но просто ушло бы намного больше времени в плане экспериментов над другими какими-то вещами. Сошлось все к тому, что мы уехали в Кыргызстан, были в Бишкеке, и нужно было что-то думать, что-то чем-то заниматься. На тот момент я открыл для себя стримы, я много играю, и сейчас, и тогда. Мне пришла идея в голову, что было бы круто стать стримером, потому что я смотрел стримеров, я знал, что это, хорошая работа в плане, любая медийка. Я сейчас думаю, что любая медийная вот такая вот какая-то работа, активность, это очень круто, потому что чем бы ты, не хотел заниматься, вот, если ты популярный человек, грубо говоря, что бы ты ни делал, люди тебя поддержат, потому что, и им, может быть, различные сферы интересны, и они смотрят там как на твое развитие в целом. И мне кажется, что это был первый, грубо говоря, толчок в правильное направление, и опять же, он получился только потому, что я просто экспериментировал. Я реально потратил 2 года на то, чтобы разные сферы пробовать, и я понял, что бизнес не мое. Там какие-то работы, подработки на кого-то, развитие, какая-то карьера, вообще все не мое. В моменте я даже ездил, обрабатывал рестораны от коронавируса, наверное, много кто знает об этом. В этом противогазе ездил в костюме с дым-машиной, с генератором холодного тумана, обрабатывал помещения от тараканов, дезинсекции работал. Работал против коронавируса, мы клопов травили, ездили за город. В общем, то есть в этой сфере я поработал очень много, и вот как бы в плане карьерного роста мне предлагали повышение, но я просто отказался, потому что, это не то, что я вообще хочу, и я вот на тот момент уже понимал, что надо идти дальше. В тот момент мы как раз уехали, я уволился, и вот в Кыргызстане вот я первый раз почувствовал, что как будто бы что-то в этом есть, когда я начал стримить. Я стримил около года, наверное, прям каждый день часов по 10, может иногда меньше. И тогда вот первый, наверное, такой отклик в моем мозгу появился, когда я подумал, вот это мне интересно, и в целом вот этим я готов заниматься. Но на другой стороне весов появилась такая, так сказать, немаловажная вес, как деньги. В тот момент мы жили на одну Тасину зарплату практически год. Тася работала, я в тот момент вообще не работал, то есть у меня не было никакой зарплаты, потому что я уволился с работы дезинфекции, и мы уехали, и я не стал искать работу, потому что я подумал, что я начну стримить, я буду очень активно это делать каждый день по много часов, и это принесет там через, возможно, полгода, у нас были сбережения, через полгода у меня что-то получится. В итоге прошло почти год, и ничего из этого не получилось. То есть у меня там сидело на стриме, 15-20, может, чуть-чуть иногда больше людей, и в целом я не получал с этого, практически ничего, там с донатов, может, немножко там получал, но в месяц, может, там, 5000 выходило рублей, но это, понимаете, ничто. Вот, но на тот момент там хватало Тасиной зарплаты, потому что мы жили в Кыргызстане, снимали у знакомой квартиру, это недорого. И следующей, наверное, ключевой точкой всего этого процесса поиска себя и поиска того, чем я хочу заниматься, стало то, что, опять же, да, нужда в деньгах произошла, и это толкнуло как бы думать дальше, то есть мозг в моменте остановился и подумал, что да, хорошо, но дальше, когда появляются какие-то различные факторы или проблемы, на которые нужно решать и тратить там мозг, начинает думать мозг, вот это очень на самом деле тоже важно, когда ты в зоне комфорта, мозг перестает как будто бы о чем-либо вообще думать и затупляется, а когда происходит какой-то момент, когда нужно что-то делать, мозг очень сильно активизируется, и в тот момент это как будто бы было такой ключевой момент, потому что не было денег, и мозг начал думать, типа, что нужно сделать, чтобы было, чтобы деньги были. Я понял, что стримы — это, конечно, хорошо, и я к этому когда-нибудь 100% вернусь, и я и сейчас так думаю, что стримы я, до сих пор обожаю, я и смотрю стримы, и я готов стримить целыми днями сидеть, но у этого нет какого-то видимого роста, нужно уже заходить туда с какой-то готовой аудиторией, что-нибудь вроде того, не об этом сейчас. В тот момент я начал думать, что мне нравилось в детстве, и это тоже очень важный момент на самом деле, потому что я понимал, что есть стримы, это круто, но что-то же мне нравилось в детстве, чем я занимался вообще. И я сразу же понял, что мы постоянно с родителями ездили на море, например, каждое лето стабильно мы ездили там на 2-3 недели с палатками, на дикий пляж жили, постоянно ходили на водопады, ездили там на горнолыжные курорты, постоянно прям каждую зиму. То есть я понимаю,
в моменте тогда в Кыргызстане, что, блин, вот что мне прям очень нравилось. Я понимаю, что вот мне нравится все, что связано вот там с мотоциклом, потому что я там катался на кроссе в леса, в горы, я получал какие-то нереальные эмоции. Я начал прям вспоминать, как-то, знаете, потому что давно этого не делал. То есть я когда уехал из Находки, прошло уже сколько мне, 23 было, там, сколько уже прошло времени, да? Я понимаю, что уже прошло очень много времени, я давно этого не делал, давно этого не чувствовал. Это чувство, оно забылось. В моменте я начинаю вспоминать все это, и у меня там эмоции, я вспоминаю, как это было круто и на море, и в палатках мы ездили, и с братом мы ныряли там постоянно, ловили ежей, каких-то мидий, еще кого-то, ходили в горы куда-то, на водопады, постоянно куда-то вот, ну, так вот какое-то движение было. Я вспоминаю, насколько это было офигенно и круто. И начинает у меня, знаете, в голове рождаться идея, типа, блин, медийка — это YouTube, либо Twitch, либо там еще, да, что-то. И вот я думаю, YouTube. Я когда-то даже снимал на YouTube, у меня были видео и с мотоциклом, и со сноубордом я там снимал. Ну, естественно, это было там лет по 10, если не больше назад, и там видео там супер такие. Но так или иначе, это было круто. Я помню, как мне это нравилось делать, и тогда же я даже не понимал, а тогда, по-моему, и нельзя было там особо с этого зарабатывать, но мне очень нравилось именно это делать. И сейчас я начал, ну, в тот момент, точнее, начал понимать, блин, вот было бы круто какой-нибудь блог с какими-нибудь туристическими штуками, там, ходить куда-нибудь в походы или еще что-то. Ну, естественно, я начал YouTube смотреть много про, ну, travel-блогеров начал смотреть, про путешествия. И прям в тот момент я такой, блин, вот все, вот это хочу, вот это мне надо делать. И в тот момент, когда мы летели в Аргентину, я уже знал, что все, мы прилетаем, я начинаю вести блог. И опять же, я понимал, что это, ну, не год, не два, возможно, не 3 года развития, пока там появятся какие-то, ну, минимальные деньги, которые я смог бы заработать на работе, там, условно, 50 тысяч рублей, да. Я подумал, надо по-любому найти работу и делать YouTube. И вот это прям момент, он, наверное, ну, не знаю, главный ли в моей жизни. В тот момент, знаете, у меня что-то перещелкнуло. Когда я снял первое видео, я получил нереальный кайф. В тот момент что-то перещелкнуло. Вот этот вот, знаете, рубильник, когда я сел и такой, вот оно мое дело. Типа, у меня не забита голова мыслью, чем бы мне заняться, что мне делать по жизни. И стало настолько свободно, не знаю, настолько приятно. Я настолько расслабился, настолько офигел, как это может быть, что вот есть дело, я работаю там на работе, и параллельно я снимаю блог, который там может вырасти на дистанции там во что-то большее и приносить какой-то доход, и я смогу реально заниматься своим любимым делом. И это было очень важно почувствовать это. Когда я начал снимать YouTube, вот эти первые видео, я тогда еще даже не понимал реально, как на меня могут повлиять путешествия. Когда мы начали уже путешествовать, я сначала снимал первое видео про Аргентину, пытался как-то освоиться, понять, как монтировать, быстро все это делать, ну, вот, отточить некоторые там процессы в плане монтажа, там, съемок, как привыкнуть вообще к камере, как говорить там и тому подобное. Первые наши именно travel видео, путешествия в Уругвай, вот тогда, вот именно в тот момент я понял, как офигенно сильно влияют путешествия на человека. Причем у меня есть как бы примеры Таси и меня. Мы прям, я не знаю, расцвели. Вот мы в этом путешествии там буквально на несколько дней в Уругвай. Насколько мы получили удовольствие прям от жизни, насколько мы такие, блин, вот это реально жесть, типа, неужели вот что это за чит-код вообще? И это реально какой-то чит-код в плане получения удовольствия от жизни. Пока что я не могу понять, можно ли к этому привыкнуть. На тот момент у нас прям открылись глаза, и мы такие, типа, неужели, если путешествовать хотя бы иногда, то можно чувствовать себя настолько хорошо, счастливо, свободно и вообще настолько потрясающе все внутри. Исследование чего-то нового, открытие каких-то новых, не обязательно стран, там, городов, да просто элементарно сменить рутину, пойти по другому маршруту, зайти там в другой магазин или условно там на выходные съездить в другой лес, на другое озеро, насколько сильно это изменит вообще твое как бы состояние. Ты меняешься и сам это видишь. Сколько мне лучше, если я просто что-то новое сделал. Мозг реально начинает работать, и вот этот вот, ну, побег от рутины, он дает прям огромное удовольствие, как мне кажется, и то, что я почувствовал. Это, знаете, это, как мне кажется, это как инстинкт. Человеку нужно изучить что-то новое, чтобы мозг, он встрепенулся и такой, ё-моё, мы живые, типа, мы что-то можем. А не когда ты там день за днем выполняешь одно и то же, идешь по тому же маршруту, на том же там метро, на одну и ту же работу, возвращаешься, сходи там, не знаю, пешком, если есть возможность, сходи там, не знаю, съезди на велосипеде, пройди по другому маршруту, не знаю, съезди на выходные куда-нибудь там за город, куда ты не ездил. Это
есть возможность, думаю, у каждого практически. И я не имею в виду в плане путешествия меняют жизнь там, и путешествие — это счастье. Как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, это можно интерпретировать абсолютно по-разному. Как бы подумать об этом с другой стороны. Не обязательно путешествовать, можно и элементарно поменяв маршрут до работы, можно элементарно приготовить не то же самое, что ты готовишь обычно, а вычитать какой-нибудь рецепт и сделать что-то, то, что ты не делал. И это будет настолько тебя сильно, не знаю, эмоционально подпитывать, что тебе захочется больше и больше и больше. И это может вырасти реально там в какое-нибудь большое путешествие. Мы просто не знали этого раньше, поэтому мы поехали, блин, за 3-9 земель, короче, уехали в Аргентину. Ну, даже так, типа, блин, это очень круто и классно, что я к этому пришел. Вот буквально 2 дня назад, когда я об этом видео подумал, я просто был в восторге от этой идеи. Я подумал, что я по-любому вам об этом расскажу. Я не говорю, что это поможет там всем, что это реально вот все, вот я сказал, и вот это вот так вот и есть. Нет, я просто делюсь, ну, я думаю, все это понимают, я делюсь своим опытом, я рассказываю про то, что я пережил, про то, что я прочувствовал, и про то, что реально было для меня очень болезненно. То есть вот эти 3 года, они были очень болезненными с точки зрения принятия как бы себя и кто я вообще, чем я хочу заниматься. И в итоге я вышел из этого, и это чувство невероятно приятное. Мне кажется, первое, что очень важно, это экспериментировать. Это, мне кажется, вообще супер, это невероятно важно. Это экспериментировать, просто делать что-то новое. Ты не делал этого, сделай. Делай что-то новое, ходи другими маршрутами, готовить другую еду, которую ты не готовил. Надень другую одежду, попробуй другой стиль. Если тебе не нравится работа, смени работу. Я вот на своем опыте могу сказать, что работы очень много сейчас. И после коронавируса реально удаленной работы очень много. Не хочешь ходить на работу, найди удаленную работу. Да элементарно, смени квартиру. Арендуешь квартиру, смени квартиру. Если у тебя своя квартира, сделай какой-то небольшой косметический ремонт, перекрась стены. Да, блин, настолько это почувствуешь ты вот это удовольствие. Меняем квартиры сейчас каждую неделю, потому что это, ну, просто, я не знаю, как объяснить, это чувство. Каждая квартира как новая маленькая жизнь, и это и мозг, он постоянно активен, постоянно исследует что-то новое. Тут район, там сегодня я бегаю по этому маршруту, завтра побегу по другому маршруту, следующую неделю я вообще буду там в другом городе бежать вообще среди гор, на следующий день я буду бежать там по берегу океана или там, не знаю, просто по каким-нибудь трущобам. Вот я, например, сейчас, в данный момент, мы живем на окраине города, и я бегаю вдоль шоссе, тут, ну, там забираюсь на гору немного и бегу 2 километра вдоль шоссе. И там стоят прям бараки, вот прям бараки. Это другая сторона, с которой я могу посмотреть на жизнь. И каждый раз, когда вы что-либо меняете, вы как бы расширяете вот этот вот горизонт, и вы можете смотреть на одни и те же вещи, но абсолютно с другой стороны. И открывать для себя многое, что для мозга, мне кажется, супер полезно, чтобы быть хоть на каком-то оптимизме, потому что вот негатив, в который мы сами себя загоняем, и вот в который я сам себя загонял вот эти последние 3 года, ну, до этого, когда было, это было ужасно, и это чувство вообще не хочется переживать больше никогда. И, в общем, для себя я реально понял, что путешествия и эксперименты — это супер важные вещи, и то, чем я буду заниматься всю свою жизнь. Это экспериментировать и путешествовать. Это для меня то, что дает мне вот это вот чувство желания жизни, то, что я реально чувствую, что я кайфую от жизни. Я еще с самого детства там родителям говорил, я хочу кайфовать, типа, мне хочется кайфовать. И тогда почему-то это чувство воспринималось как какое-то неправильное, типа, что это ты хочешь кайфовать? И как будто бы даже в моменте, знаете, как-то насмешка это было. Но почему это чувство должно быть плохим, я не понимаю. Но если я хочу реально получать удовольствие от жизни, почему это должно быть там чем-то плохим? Но чувство, да, это от путешествий, от вот таких каких-то осознания чего-то нового, исследования, точнее, чего-то нового, оно невероятно вообще меня мотивирует, вдохновляет и заставляет вообще куда-то двигаться, что-то делать, что-то придумывать, не спать иногда ночами, и у меня в голове вот эти мысли, там, какое новое видео, какое новое название, а что это, а что тут, а картинку, и вот я настолько рад, что это все реально происходит, и типа вы еще, наверное, не представляете, что я сейчас чувствую, когда говорю вам все это, потому что не знаю, просто хотелось, знаете, откровенно вот рассказать про это, возможно, поделиться с кем-то, возможно, быть кем-то полезным, кому-то, точнее, быть полезным, и, возможно, как будто это на самом деле будет полезно, ведь все мы люди там плюс-минус одинаковые, что-то разное имеется, конечно,
Но в целом, я думаю, чувствуем мы плюс-минус одинаковые вещи. И если я чувствую такие проблемы и переживаю какие-то процессы, которые не очень мне нравятся, то я думаю, что есть люди, которые также переживают подобные, возможно, какие-то ощущения. И, возможно, выходом из этих ощущений и спасением для вас будет как раз-таки и мой какой-то опыт. Я надеюсь, что он реально поможет. Поэтому в заключение этого видео, очень долго говорю сегодня, но в заключение этого видео я хотел бы поделиться одним супер крутым travel-блогером, который меня очень вдохновляет на самом деле. Это Руслан Усачев, и его слова в интервью Юрию Дудю, которые он давал, они просто на самом деле очевидны, наверное, с какой-то точки зрения, но с другой стороны, они настолько меня впечатлили тоже в моменте этого интервью. Я думаю, блин, вау, реально так, реально, вот я это же самое чувствую. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео будет полезно или понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите любые комментарии, делитесь тоже своими какими-то впечатлениями, своими переживаниями, как вы из них вышли. Возможно, вы тоже путешествуете или путешествовали, или собираетесь путешествовать. Рассказывайте в комментариях, что вас спасало от каких-то таких интересных и не очень положительных чувств. Пока-пока. Можно я скажу, зачем путешествовать надо? Ставишь потом где-нибудь. А может, выкинешь. Давай. Помнишь, как в детстве у тебя время тянулось, как много всего можно было успеть за день? И с возрастом день короче становится, потому что ты ничего нового не делаешь. То есть поэтому у тебя субъективно твое время, оно сжимается. И вроде как ты ничего особо не сделал, а день прошел. И я считаю, что одно из самых лучших решений – это, собственно, поиск новых эмоций. И путешествие, оно позволяет растягивать тебе твое субъективное время. Ты можешь обратить на это внимание, когда ты сам едешь в отпуск, и когда твои знакомые ездят в отпуск. Они возвращаются и такие, блин, я столько всего видел. А ты мог даже и не заметить, что они, Уехали. Они уехали, да. Они такие, мы уезжаем на 2 недели. Такой, что 2 недели уже прошло? Соответственно, когда ты уезжаешь в отпуск, ты возвращаешься такой заряженный и рассказать кучу историй, а люди как-то не успели по тебе соскучиться, потому что у вас субъективно по-разному время шло. И если ты хочешь дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время, и поездки для этого – это один из таких чит-кодов.